расклад с интересной довольно-таки темой. Хочу посмотреть, с чем вы вошли в коридор затмений и с чем по итогу вы вышли. Да, дела давно минувших дней, предания седины глубокой, если я не ошибаюсь, но сказали, что нужно сделать данный расклад. Возможно, для вас будут какие-то подсказки, да, а что же произошло, что же приключилось с вами в тот замечательный момент, когда заканчивался май и наступил июнь сего года. Возможно, для некоторых из вас до сих пор актуально понять, что случилось и вообще, да, что происходит. Потому как те решения, которые были приняты в коридор затмений, до него, они кардинальным образом повлияли на следующие 18, для кого и 30 лет. То есть там уже, как говорится, по вере вашей да воздастся вам, да, да по деяниям. Ну, короче, 4 варианта. Кому что нравится. Из Таро беру по одной карте буквально. Для сигнификации, с чем вы вошли, и давайте с чем вышли. Борьба с темными силами, если коротко. Борьба с неизвестностью, с предательствами. Нападки на вас за спиной, за вашей. Крали ваши крадники туда же. Стяги, коперы. Много чего здесь. Буду смотреть на этой колоде. По 3 карты. Тоже на сигнификацию, что вам нужно осознать, принять. И если что, буду подсматривать со всей колоды. Вот так вот. 4 варианта. Сегодня у нас капитан очевидность по выкладке. Земля, вода, огонь, воздух. Выбирайте, кому что. Итак, «4D». Состояние энергии 4D. «3D», «3D» и «5D». Вот так вот. Давайте начнем с 4D. Не хочу я там далеко. С чем вошли, с чем вышли. И сигнификация, да. Здесь докладывать я не буду. По первому варианту стихия Земля. Здесь 4D пространство, вы в процессе перехода. Здесь из какой-то структуры человек вышел, возможно, отключение от эгрегоров. Человек переходит в свои энергии. Ведьма, если хотите, практик, маг, становление, благородство, известность, ловкость. Кто-то что-то открыл, кто-то начал помогать людям. Это ваше начало пути.
Перемены пошли в вашу жизнь. Вы открыли свой дар. Если так коротко. Кто-то, возможно, свою работу оставил и пошел в свое дело. И оно вам приносит доходы. Вы открыли себя, и это привело вас к свободе. 4D здесь, да, вы еще в процессе перехода, но здесь карты очень хорошие. Весьма и весьма. Ну вот реально добавить нечего. Здесь работа с людьми, для людей. Вы перешли из одного пространства в другое и еще в процессе можете быть. Это начало вашего пути. Некое путешествие по познанию себя. Я вас поздравляю. Все просто и лаконично. Итак, стихия воды, 3D. С чем вошли, с чем вышли? Вошли воспоминания о прошлом, чем-то недовольные, хотим что-то поменять, но в то же время не меняем ни черта, просто смотрим, и вышли с борьбой. Причем борьба такая: на кого нападаю, не понимаю, ничего не замечаю, кого непонятно призываю, но воевать иду. Здесь такое впечатление, что человек, воюя с кем-то, в первую очередь воюет сам с собой. У человека есть противоречие внутреннего характера и плана. Он что-то не хочет признавать в себе. Из-за этого нападает особенно на тех, кто из его прошлого. Он все возвращается мыслями в прошлое. И пытается, знаете, как найти виноватых там, но состояние внутреннее человека ему говорит о том, что ты виноват. Виноват ты. Что-то такого плана. Да, здесь, смотрите, тройка мечей, влюбленная и 8 кубков. Здесь у человека с прошлым явно какой-то затык. Здесь человек обижен. Здесь у человека очень большие проблемы в плане психологического здоровья и состояния. Здесь очень много чего может проходить. Здесь и отвергнутая женщина или отвергнутый мужчина. Но здесь человеку прорабатывать и прорабатывать себя. Здесь как будто человек хотел, чтобы к нему на поклон пришли. А не получилось. Здесь могли быть и вызовы, здесь могли быть и отвороты, влияние, полюбятине. Быстро принимал какое-то решение, наделал ошибок. Здесь тоже нечего докладывать. Здесь человек вышел, забрали, понимаете? Ну, уже вторая история, к чему на данном этапе. В августе, в конце августа, да, приводит это, вот этого персонажа. Здесь человек очень хотел, вот прям радовался мысленно, что кто-то к нему придет, что его вызовы, либо привороты сработают, а не получилось. Скорее всего, что не получилось, и вот в этом состоянии человек как бы вышел из коридора затмений, соответственно, это может вообще затянуться на 18 лет. Очень много денег потратил на эту ритуалику, на свои прихоти какие-то, на свой гедонизм. Здесь эмоционалочка у человека страдает, на то стихия и воды. Вот так-то. Так,
Давайте раз 3D смотрим, давайте стихия воздух. Хочу посмотреть, с чем вошли, с чем вышли. Ну, здравствуйте. Вот это да. По вибрациям скатились вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стихия воздух. А кто выбрал? Здесь я буду докладывать, потому что здесь интересно так. Здесь человек был в ресурсе, человек был наполнен определенными вибрациями. Королева Пентаклей и вышли 4 кубков с апатией, с нежеланием жить, существовать, с желанием подбухнуть, можно и так это протрактовать, либо поддастся каким-то, да, таким моментам по, деградации некоторой. Здесь человек обратился к практику, и дело в том, что не пойми к какому, потому что 10 пентаклей, все отвернуто. Этот практик как забрал. Это тут женщина проходит больше. Влияние на 7-ю чакру, как колпак одели. Просто одели колпак. И деньги все... прям отвернут человек, все, королева пентаклей от 10 пентаклей, от богатства, от дохода, просто отвернуто на семейные какие-то хлопоты. Хотя с этим практиком магом строила общие какие-то планы, обмен усилиями был, вопросы заключения договоров, могу сказать, что были. Кто-то с кем-то заключил договор, не увенчалось успехом, деньги слились, финансовый канал у этой девушки ушел в зрительный зал. По дьяволу, прикиньте. Ребятки, вот это кто-то здесь. Да, с кем-то вы связались, с каким-то практиком. По дьяволу. Который забирает, он перебил вам финансовый канал, влияет на ваш союз с другим и с противоположным полом, и с вашими рабочими аспектами. Здесь этот человек переключил ваш рост вашего рода на себя, заставил вас, возможно, с кем-то разругаться, на кого-то вас натравил, объегорил. У вас колпак на башке, короче, ребят, вот обижайтесь, не обижайтесь, у вас, вас нормально так обставили. И притворяется человек, как будто вам вести хорошие приносит. Может, знаете еще как? Давать вам двусмысленные намеки на то, что вы ему нравитесь, если это практик мужчина. По Луне действуют. Вот это вас там попробили. Ёлки-палки. Да, через сердечную чакру подключки идут. Финансовый канал уже на нем. Сила вашего рода на этом практике. Вы в 4 кубков. Вы в каких-то воспоминаниях можете пребывать. Возможно, человек вообще на себя вас подсадил и подключил. А ему прекрасно и хорошо. Он на вашей энергетике сидит. И это ему помогло от чего-то освободиться. Там какой-то приговор был от мира мертвых, дело в том, что у него. А он вас отдал в откуп. И что вы сейчас? Неприятных много отношений, неудачи. Это надолго. Вы как будто были проворны, кому-то полезны, для кого-то порядочны, ответственны. Все, больше вас не считают таким человеком. Вы в скуке, вы в отвращении, в неприязни. Излишнее насыщение, то есть перебор в гедонизме пошел. Новые какие-то знакомства, но эти знакомства деграднутые, и вас туда же вкатывают.
Все, вашей власти, вашей короне пришел конец. И здесь, через мир мертвых, этот маг-практик отличнейшим образом над вами поработал. Из королевы Пентаклей в 4 кубков девочки. Что мне вам еще здесь добавить? Вы здесь были при статусе, за вами определенные силы стояли. Ну все. В доме проблемы, в офисе проблемы, в рабочих моментах проблемы. Куда ни пойдете, допустим, в государственное учреждение, проблемы. Пошли за ребенком в садик, проблемы. С машиной могут быть проблемы. Больше нет прекрасного результата. Дело накрывается ваше личное огромным большим тазом. Все ваши результаты, над которыми вы трудитесь, в итоге сливаются этому человеку, но таким образом вас пытаются вывести. Вас пытаются вывести и указать на то, что вы связались не с тем, с кем надо. Теперь у меня другой вопрос. Вот хочу еще. У вас что-то будет разваливаться, и что-то должно будет выстроиться новое. Но это будет тяжело вам даваться. И смотрите, стихия воздуха, и здесь туз мечей, здесь по менталу очень много у вас работы. Вы в 9 мечей сейчас находитесь. Я же сказала, на голове куча всего. Считаете, что у вас ключи в руках? Вас объегорили, обвели вокруг пальца. Вы считаете, что у вас стабильность, а эта вся стабильность сливается этому человеку. Он вам что-то предложил. А что он вам предложил? А он сказал, я тебе покажу, как на самом деле надо с родом общаться и к каким силам обратиться, чтобы стабильность приобрести. Якобы с кого-то он там содрал маски в ваших глазах, да? А сам подцепился к вам на сердечную чакру, голову задурил. Возможно, вы здесь разругались с действительно стоящими людьми в вашем окружении, с родственниками, еще с кем-то. Хочу узнать, за что вам такая ситуация, где вы ложанули в этой жизни. Иллюзий много было, фантазий. Значит так, здесь была какая-то женщина, практик, ведающая. Что у вас за иллюзии? У вас вот этот маг-практик против этой ведьмы настроил? В иллюзию вогнал? Хорошо, он вогнал вас в иллюзию. Что вы ей сделали? 8 мечей вы ей решили сделать. Вот оно даже как, силу прикладывали. Клеветы наслушались в отношении этой женщины, да, и пошли с этим практиком. Ну как, результаты к августу? Заряжают вас? Вот этот бы расклад я бы на свой 3-й канал отправила. Здесь четко и конкретно определенный человек прослеживается, даже из моего окружения. Ну что, доклеветались? Порицания, ждали плохих известий, что плохо станет, да, вот этой ведьме. Ждала. Королева Пентаклей. Уже ты не королева. Все. Это тот человек, который перед тем, как закрыты были врата, вот, прям мордой перед ними упал. Я в одном из раскладов своих говорила, на каком канале, не помню. Вот это оно. Что ты там делала? Шпионила? Власти захотелось, да? Секретничала. И что конкретно ты сделала? Страхи пыталась внушить, потери принести, тяжести какие-то переложить на эту ведьму. Да перекладывалась.
сама теперь в страхах. У тебя вся жизнь под откос летит, весь твой бизнес уходит просто, ну, да даже не уходит, он уже, извините, в жопе. Хотела, чтобы у этого человека были, ну, возврат негативных людей и ситуаций, а в итоге теперь сама гребешься в этом всем. А у нее что сейчас? А не скажу, что обойдетесь. Все отлично у этого человека, против которого вы там с вот этим магом работали. Ну, здесь конкретно один из моих недоброжелателей, ну, я даже нежданчик сама выловила. Допрактиковалась, называется. Причем этого человека я сама вела. Ну, бывает и такое. На эту тему я отдельный расклад даже сниму. Это для тех практиков, которые... Ну, все мы ошибаемся. Бывает, смотришь, у человека потенциал, а у него там шарики за ролики заклинивают, и этот человек еще на тебя начинает пырхаться потом. Ну, тут уже допырхались, девочки. Кто смотрит, для кого вот резонирует с вашей недоброжелательницей, все, допрыгалась. Так, детально рассмотрели. Итак, 5D. Стихия огня. С чем вошли, с чем вышли. Сейчас будем уточнять. Опа-на. Так, с чем вошли? Приходилось доказывать, что вы, ну... Ой... Здесь много чего приходилось доказывать, ребятки. С чем вы вышли? Вы вышли с новой силой, с фамильярами. Определенные программы, которые подсаживали в вашу голову, вышли. Я сейчас буду уточнять. Да, серьезно, пытались вас одурачить, пытались вам на голову влиять, какие-то идеи, мысли подселить. Из двух колод, две карты колесо фортуны. Фортуна на вашей стороне. Хорошо вышли. Не скажу, что было легко, но вышли хорошо. У вас новое начало, новые приобретения. Вы получили плоды своего прохождения этого коридора затмения. Послания какие-то вам были от птицы удачи. Давайте я вам так скажу. Неожиданные. Вот. Что-то вам даже... ну, легче далось, чем обычно, либо ранее давалось. И вы обратили на это внимание, сделали выводы и пошли дальше. Здесь человек работал над собой. Здесь нападок много было. Здесь, понимаете, клевета, ложь в вашу сторону, оговоры. Ну, кто на них повелся, того и тапки, пусть идут своей дорогой, даже не парьтесь. Здесь, я так предполагаю, вы многим втулили. Ну, звезда. Вы здесь с высшими силами работаете, энергиями. Так что здесь еще сказать? Здесь у вас сотрудничество с определенным человеком ваших энергий. Вы значимы для этого человека. Туз пентаклей, он для вас значим, вы для него. Обмен энергиями правильный идет. Для кого-то вы здесь встретили свою вторую половину. Может и такое быть. У каждого проиграется по-разному. Для кого-то встреча единомышленников и общее дело. Для кого-то какой-то конкретный результат. Тоже какое-то дело вы начали. Здесь вы прям так отличненько. Ну, отлично порешали. Ну, туз пентаклей в конце. Успех. Здесь люди вышли с успехом. Что бы у вас там не было, кто бы что вам не пытался сделать, реально проработали.
Но, повторюсь, не скажу, что легко. Вот такой вот данный вариант. Ребят, отпишитесь, как у кого что проиграется. Всем осознанным добра этого мира. Пока-пока.